Всем большой привет! Продолжим тему разбора барабанных партий. Основой любой барабанной партии является бит. Именно бит определяет стиль песни. Сейчас мы разберем 7 популярных битов, которые использовал барабанщик группы Metallica Ларс Ульрих. Надеюсь, многим начинающим барабанщикам все это пригодится для применения в своей игре. Итак, основной бит песни Hard Vibe. Должен предупредить, что темпы, указанные в нотах, приблизительны, так как группа играет без метронома. Такой грув часто применяется в панк-роке. Понять, как это играется, и даже сыграть несколько тактов такого бита довольно-таки просто. Но нам надо научиться играть это на протяжении всей песни и, возможно, в быстром темпе. Продержитесь хотя бы 3 минуты, и только тогда вы можете считать, что вы освоили тот или иной бит. А сейчас бит из гитарного проигрыша в конце песни The Day That Never Comes. Такой же бит, например, использован в песне группы ДДТ «Осень». Эй, осень в небе, жгут корабли, осень мне бы прочь от земли. Я не знаю, придется ли вам когда-нибудь играть песни группы Metallica, но абсолютно уверен, что данные биты обязательно вам пригодятся как основные биты для других песен или как вставки в виде филов в других битах той музыки, которую вы уже сейчас играете в своей группе. А вот еще один интересный грув из песни And Justice for All. Здесь подключаются томы и вклинивается 2/4 такт. А это один из битов композиции Live to Die. В разных версиях этой песни вы услышите разные варианты этого бита. Но это в порядке вещей, все зависит от настроения Ларса Ульриха. Размер 3/4. Конечно же, все эти биты применяют многие барабанщики в очень разных известных и неизвестных группах. Тем более, что именно эти биты можно сыграть без кардана. И я думаю, что даже если ударная установка когда-нибудь перестанет существовать, то эти ритмы все равно будут отлично работать в компьютерных плагинах и прочих драм-машинах. Один из грувов студийной версии песни The Four Horsemen. Особенность этого стиля – триольная пульсация. Такой стиль называется шаффл. Это что-то вроде блюза или свинга. И в связи с этим бочка играет триольным пунктиром.
Если вам трудно сыграть этот бит в быстром темпе, то надо сильно замедлить темп и играть ведущей рукой триоли. Тогда по сути получается блюз на 12/8. Именно с этого и надо начинать, если не получается сразу сыграть такой грув в быстром темпе. И с четвертями в ведущей правой руке. Затем постепенно ускоряем темп и оставляем в правой руке только четверти. Остается только следить за правильной игрой триольной двойки на большом барабане. Наверняка вы заметили, что эти биты хорошие упражнения для игры бочкой. А сейчас один из грувов песни The God That Fell. В этой песне периодически встречаются моменты, где малый барабан в бите приходится на первую долю. Такой бит часто применяется в роке для разнообразия, в основном в бриджевых частях. А сейчас один из битов блюзовой части композиции «Ирайн», где бочка поддерживает рисунок баса. Размер 6/8. Музыка этой группы очень разнообразна. Многие композиции Металлики состоят из нескольких частей в совершенно разных стилях. Часто происходит смена музыкальных размеров и встречается много синкоп. Поэтому Ларс Ульрих часто играет технически более сложные биты с применением кардана. Он много импровизирует. Именно это и придает разнообразие и музыкальность его партиям. И здесь нам всегда есть чему поучиться. Поэтому советую обратить внимание на творчество этой замечательной группы. И в заключение этого выпуска в качестве бонуса небольшой лайфхак по регулировке наклона угла малого барабана. Далеко не на всех стойках для малого барабана есть шарнирная регулировка наклона крепления. Такая, как, например, бывает на креплении томов. Чтобы точнее настроить угол наклона малого барабана для удобства игры, например, римшотом, можно зацепиться одной опорой подставки за выступ обруча малого барабана и даже упереть ее в болт, например. Соответственно, это место станет выше. Затем надо хорошо затянуть гайку сжатия, чтобы барабан не соскочил обратно на свое обычное место. На этой оптимистической ноте наш выпуск подошел к завершению. Нотный материал выпуска качайте, как всегда, бесплатно с нашего сайта. До новых встреч!